Бабушки и дедушки, золотую вы свадьбу отметили, еще в прошлой любви юбилей, а сейчас 55 лет уж встретили, изумрудная свадьба теперь. От души мы вас поздравляем, восхищаемся вашей семьей и от чистого сердца желаем быть счастливыми день за днем. Пусть вам будет тепло и комфортно в этом мире друг с другом всегда. Замечательных вам, бесподобных отношений во все времена. Спасибо. Бабулечку родную очень крепко поцелую, ведь бабулечка моя очень-очень добрая. Иди целуй. А моя тоже. Моя. Свяжет теплые перчатки, поиграет в ратушки. В волосах седые пряди, это наша баба. Ай, молодец какая. Баркас приехал в порт Мадрас. Матрос принес на борт матрас. В порту матрас матроса порвали в драке альбатросы. Сейчас мы посмотрим с вами инсценировочную сценку «Красная шапочка». Сейчас, подождите. Да я тоже... все. На зеленой красивой полянке рос очаровательный цветочек. Вася Василечек. Он посылал всем воздушный поцелуй и кокетливо хихикал. Вася Василек вообще любил весело проводить время, всегда пританцовывал на ветру. Пока цветочек танцевал, на полянку залетела очень-очень красивая бабочка. Она села возле цветочка и нежно прижалась возле него своими крылышками. Василек весело смеялся. Затем Вася Василечек, цветочек, пригласил очень нежную бабочку в залипательный танец. И они начали танцевать. И вдруг их увидел пробегающий мимо пушистый зайка. Зайка-попрыгайка. У зайки были косые глазки, и его кидало в разные стороны. А также у зайки болела правая ножка, и он постоянно прыгал на левой лапке. Это все видел цветочек, и его это очень веселило, и он хохотал. А бабочка подлетела к зайчику и начала дуть на его больную лапку. И лапка его быстро зажила. И они вместе начали танцевать в залипательном танце. И вдруг в это время на полянке появился жутко голодный серый волк. Он скрежетал зубами и грозно рычал.
Зайка испугался и стал прятаться за крылышками бабочки. Его глаза стали еще более раскосые. Бабочка вся задрожала, а цветочек Вася-Василек совсем обмяк. В это время, к счастью, на полянке появилась красная модная шапочка в платье оверсвайс. Она шла весело и бодрым шагом напевала веселую песенку. Волк, увидев свою новую жертву, обрадовался. Красная шапочка понюхала Васю-Василька и поцеловала его. Погладила крылья бабочки, расправила поникшие ушки зайчика. И только потом увидела на себе пожирающий взгляд голодного волка. Он медленно, но уверенно приближался к ней и уже был готов поглотить ее. Но красная шапочка была не из робкого десятка. Она обладала черным поясом по карате, красной повязкой борца сумо. И как только волк открыл свою пасть, он вдруг получил мощный удар в солнечное сплетение. Затем красная шапочка отработала на волке пару ударов кунг-фу и совершила бросок через бедро. Волк никак не ожидал такой развязки, и волк убежал. За кусты красная шапочка поправила свой головной убор, свою модную бандану и побежала кормить свою бабушку. А на полянке вновь закружилась бабочка, Вася, Василек и Зайчик. Молодцы! Браво! Браво! Молодцы! Так и будет. Мы все играть должны? Вы будете все играть, да. И мы? И вы тоже. Тем более главные роли. Свадьба чья? Вы в главных ролях вообще так-то. Мама родная. Получается. Итак, у нас Это кто принес? ты играешь Сергея, Ну я и есть. сам себя. А ты играешь Людмилу, сама себя. Я не зря вам показывал на некоторые фотографии. Они вам помогут. Смысл о них вообще будет идти речь. Итак, сказка называется «Как все начиналось». Ну, или наша постановка. Я напомню, что у нас у каждого роли уже выданы, да? Но я вам уже напоминать не Покажи буду. шарик. Вы уже знаете, кто есть кто, да? Все так даже интереснее будет, когда главные герои не знают. Ну, а вы стараетесь по смыслу там, ну, может быть, подыграть там как-то, да? Итак, как все начиналось? Как все начиналось? Ранним утром солнце не дало Сергею спать. Она била ему в глаз, и он проснулся, а тут еще и птички всякие, воробьи начали под окошком чирикать. И, в общем, уже было не до сна. А за окном подул сильный ветер. Ветер подул, и Сергей говорит, да что уже спать-то? Пойду гулять. И пошел он по дороге. Но, правда, я не знаю, был ли он на лыжах, потому что время года не уточняется. Или, может быть, шел по грязи в сапогах. Где грязь у нас? Грязь. Грязь на сапогах. Грязь на сапогах. Ну, за ногу его бери, грязь тяжелая должна быть, чтобы легко-то не шлось. О, грязь на сапогах. И так вот, шел он по дороге, по грязи получается. В общем, шел еще пацаном. Вышел. Шел. И тут ему в голову пришла одна мысль.
Мысль пришла. Мысль еще раз пришла. Пришла мысль, он думает, а не пустить ли мне стрелу, а? Что-то как-то я засиделся в пацанах. И запускает он стрелу. Стрела летит. Летит. Нет, стой здесь. Летит, долго летит. Как стрела летит? Я тебе показывал, что она делает. Вот так. Во, вот так стой. Летит стрела и летит. И думает, а куда же приземлиться-то? Аэродрома-то нет. Пустынная местность. И тут она пригляделась, где бинокль твой, смотрит, а в кустах сидит девушка. А почему Кусты? Кусты? Ну, чтобы сразу тебя не видно было. Итак, кусты зашевелились кусты, заиграли листочками. Тут подул сначала ветер. Где ветер? Ветер дует на кусты. Дует ветер на кусты. И тут пришла тишина. Тишина пришла. И стрела думает, о, самое время приземлиться. И пошла на посадку. И подходит к девушке и говорит, это сердце вашего будущего мужа, Сергея, отдай ей сердце. И бабушка обрадовалась сначала, думает, ну надо же, недолго я в девках походила. недолго я... И думает, слушайте, ну мне же картошку надо копать, где картошка? Вот она. Ходи. И копает она картошку, значит, сидит и размышляет. Интересно, Сергей сердце подарил, а умеет ли он копать картошку? Ну иди туда, к дедушке. Умеет ли он копать картошку? Ну, дедушка не растерялся, ведь рядом было соседних огородов много. Потренировался копать картошку. Накопал целое ведро и принес Людмиле. И принес. Смотри, Людмила, я научился копать картошку. Берешь меня в мужья? Берешь меня в мужья? Ну, Людмила Попробую. сказала, конечно, беру. Итак, стали они жить, поживать, картошку сажать и копать, но поняли, не в картошке счастье. И на 55 лет решили они посадить 55 кустов помидор. Тут и сказочки конец. Так, кто слушал? Молодец. Молодец. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? И вот да по две, Руки! по три штучки, а для этого нужны наши... Ну вы все грамотные. Оля смотрит на кота, на картинки, сказки, а для этого нужны... Глазки. Другое сейчас я скажу. Посложнее. Это потом. Ложки мне вообще не указать. 70 одежек и все без застежек. Капустка. Капу.
Краснодевица сидит в темнице, а коса на улице. Лук. А, морковка. Краснодевица. Красный Мала, лук. как мышь, красна, как кровь. Вкусна, как мала, как... Что? Мала, как мышь, красна, как кровь. Редиска. Вкусна, как мед. Вишня. Конфета. Отлично. Мегамозг. Мишня, да? Да, вишня. Мегамозг.